Семейство Джонсон всегда славилось открытым сердцем и умением создать вокруг себя атмосферу доверия. Их дом, наполненный светом и теплом, давно стал местом, куда люди тянулись за поддержкой и советом. У них уже росли 4 детей, каждый из которых привносил в повседневную жизнь шум, радость и ощущение бесконечного движения. Однако супругам казалось, что в их большом доме все еще остается пространство для того, кто особенно нуждался бы в заботе. Однажды, размышляя за семейным ужином о будущем и мечтах, они все чаще возвращались к мысли о том, чтобы подарить семью ребенку, лишенному возможности расти в любви. Со временем эта мысль превратилась в твердое решение. Их внимание привлек мальчик по имени Брэндон, живший в приюте. Он был замкнутым, погруженным в себя ребенком, но в его взгляде угадывалась тихая надежда на перемены. Жизнь Брэндона изменилась несколько лет назад, когда он потерял родителей в трагической аварии. Приют стал для него временным пристанищем, но он мечтал о месте, где вновь мог бы чувствовать себя нужным. Когда он впервые увидел Джонсонов, в его сердце возникло то забытое чувство, что рядом могут быть люди, способные стать его настоящей семьей. Супруги приняли мальчика сразу и без сомнений, и Брэндон стал 5-м ребенком в их доме. Для всех это стало началом новой истории, наполненной переосмыслением и сближением. Мальчик быстро почувствовал себя частью семейного круга. Он нашел общий язык с остальными детьми, привык к их привычкам и ритму, и обрел ту поддержку, которой ему так не хватало. Годы шли, и Брэндон превращался в уверенного, доброжелательного юношу, который легко располагал к себе людей. В нем сочетались сила характера и искренность, а желание помогать другим стало частью его сущности. Именно поэтому он выбрал путь врача, хотел вернуть миру ту теплоту и помощь, которые когда-то получил сам. Джонсоны поддерживали его во всех начинаниях, гордились его успехами и вдохновляли двигаться вперед. Добившись своей цели и начав карьеру, Брэндон не забывал, с чего началось его новое жизненное путешествие. Он часто вспоминал первые дни в доме Джонсонов, те моменты, когда робкая надежда впервые стала превращаться в уверенность. И даже работая в больнице, помогая чужим людям, он всегда помнил, что именно любовь и принятие сделали его тем, кем он стал. Спустя 15 лет после усыновления семья решила отметить эту дату как важную веху их общей судьбы. Все собрались за большим столом, делясь воспоминаниями и переживая радость от того пути, который они прошли вместе. У Брэндона блестели глаза, когда он смотрел на людей, ставших для него опорой. Он понимал, насколько глубоко они повлияли на его жизнь и как сильно их присутствие укрепило его характер. Для него семья Джонсон была гораздо большим, чем просто людьми под одной крышей. Они стали его настоящим домом, источником сил и местом, где он нашел себя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.